Приступаем к 21 ряду. Соединительная петля во второй столбик, 1 воздушная петля подъема, ракушка вокруг этого же столбика. Раз, два, три. 2 воздушные петли вокруг следующего столбика, который у нас был в арке, вот этот. Вокруг него вяжем рельефный лицевой столбик с одним накидом, 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, и еще раз один столбик рельефный лицевой с одним накидом. Вот, то есть у нас вот так получается. Далее 2 воздушные петли, 1, 2, и выполняем ракушку вокруг второго столбика следующей ракушки. 1, 2, 3. Теперь 2 воздушные петли, выполняем лепесток вокруг следующего столбика. 4 рельефных лицевых столбика с одним накидом незавершенные. И еще один вокруг столбика, который у нас ниже рядом. И теперь закрываем наш лепесток. 1, 2, 3, 4 и 5. Сразу после лепестка вокруг вот этого столбика среднего вяжем рельефный лицевой столбик с одним накидом. Сразу после этого столбика вокруг следующего столбика выполняем лепесток. Провязываем 4 незавершенных рельефных лицевых столбика с одним накидом. И еще один вокруг столбика, который ниже рядом. Теперь закрываем наш лепесток. Вот так у нас получается. Теперь 2 воздушные петли, далее ракушка, и наш раппорт повторяется. Таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Итак, приступаем к 22 ряду. Соединительная петля во второй столбик, 1 воздушная петля подъема, ракушка вокруг этого же столбика. Две воздушные петли. Теперь сейчас в эту арку из 4 воздушных петель будем вязать основу для нашего лепестка. Выполняем 2 накида на крючок и в эту арку из 4 воздушных петель вяжем столбик с 2 накидами. 1 воздушная петля, 3 накида на крючок, вяжем в эту же арку столбик с 3 накидами. 1 воздушная петля. Выполняем столбик с 4 накидами. И теперь то же самое, только в зеркальном отображении. 1 воздушная петля, еще один столбик с 4 накидами, сюда же в эту же арку. 1 воздушная петля, теперь столбик с 3 накидами. Теперь воздушная петля и последний столбик в эту арку, столбик с 2 накидами. Вот такая основа под наш будущий лепесток готова. Теперь 2 воздушные петли, ракушка вокруг второго столбика следующей ракушки.
2 воздушные петли. У нас здесь остался один столбик между лепестками. Вокруг этого столбика и столбик, который мы отметили, мы сейчас будем делать специальный попкорн. Накид на крючок вокруг следующего столбика выполняем 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом. 1, 2 и 3 столбик. Теперь вокруг отмеченного столбика выполняем 2 рельефных лицевых столбика с 2 накидами. Один столбик, 2 накида. И вокруг этого же отмеченного столбика выполняем 2 рельефный лицевой столбик с 2 накидами. В итоге мы провязали всего 5 столбиков. 3 с одним и 2 с 2 накидами. Вытягиваем нить и теперь в первый столбик рельефный лицевой с одним накидом закрываем наш попкорн. Вот так. Далее 2 воздушные петли, ракушка, 2 воздушные петли, основа для нашего лепестка вот такая, то есть раппорт у нас уже повторяется. Здесь у нас столбики с 2 накидами, с 3 и с 4. И между всеми столбиками по 1 воздушной петле. Таким образом продолжаем вязать ряд до конца. 23 ряд. Соединительная петля во второй столбик, 1 воздушная петля подъема, ракушка вокруг этого же столбика. Две воздушные петли. В столбик с 2 накидами в вершину выполняем столбик без накида. 2 воздушные петли. Теперь возвращаемся и вокруг этого столбика с 2 накидами, выполняем 5 незавершенных рельефных лицевых столбиков с 1 накидом. То есть вот так цепляем наш столбик, вот так хватаем, чтобы было удобно. И вокруг него выполняем 5 незавершенных рельефных лицевых столбика с 1 накидом. Вот 2 столбика с 1 накидом я провязал. 3, 4 и 5. У нас 6 петель на крючке. Теперь вяжем сюда же еще 2 столбика, но уже с 2 накидами. 2 накида. И вокруг этого же столбика вяжем 2 столбика с 2 накидами. У нас теперь 8 петель на крючке. И теперь все эти петли закрываем по 2. Цепляем рабочую нить, 2 петли закрыли. Рабочую нить, 2 петли. 2. 2. И так закрываем до конца, пока у нас не останется 1 петля. Все. Первый лепесток готов. На самом деле все это просто, только кажется, что трудно. Теперь выполняем также с другими столбиками, только столбики здесь уже больше, естественно, и столбиков вокруг них у нас будет больше. После лепестка сразу в столбик с 3 накидами делаем столбик без накида, 2 воздушные петли. Теперь вокруг этого же столбика с 3 накидами, выполняем 6 незавершенных рельефных лицевых столбиков с 1 накидом и 2 с 2 накидами также. У нас вокруг каждого столбика будет в конце по 2 столбика с 2 накидами. Здесь сделали 5 столбиков с 1 накидом, здесь у нас будет 6. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 столбик. У нас на крючке 7 петель. 2 накида, вяжем сюда же еще 2 столбика с 2 накидами.
Вы еще также смотрите по своей плотности вязания, по вашей пряже. Если вдруг считаете, можете сделать больше столбиков, либо меньше, например. У меня пряжа достаточно пышная, мне хватает этого количества столбиков. Но есть пряжа потоньше, я думаю, что можно и побольше столбиков сюда провязать, чтобы смотрелось более красиво. Все, теперь закрываем по 2 петли наш лепесток, пока не останется одна петля на крючке. Наш второй лепесток готов. Теперь сразу же соединяемся столбиком без накида, но уже не в столбик, а между столбиками, которые у нас были с 4 накидами, потому что здесь у нас уже центр, и чтобы все это было так смотрелось симметрично, мы теперь соединяемся столбиком без накида между столбиками с 4 накидами в арку одной воздушной петли. Теперь выполняем 2 воздушные петли и вокруг столбика с 4 накидами выполняем 7 незавершенных рельефных лицевых столбиков с одним накидом. Итак, накид на крючок и вяжем 7 столбиков. Раз, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 столбик рельефно-лицевой с одним накидом. У нас на крючке 8 петель. Сюда же выполняем еще 2 столбика с 2 накидами. Раз. И второй. Теперь закрываем все петли по 2, пока у нас не останется одна петля на крючке. Вот наш третий лепесток выполнен. Затем сразу после вот этого третьего лепестка выполняем то же самое вокруг второго столбика с 4 накидами, который у нас был. То есть теперь мы не делаем 2 воздушные петли, как здесь делали. Здесь мы сразу после лепестка делаем такие же столбики. То есть вокруг следующего столбика с 4 накидами вяжем 7 рельефных лицевых столбика с одним накидом. 3, 4, 5, 6 и 7 столбик. У нас 8 петель на крючке, 2 накида на крючок, и сюда же выполняем еще 2 столбика, но уже с 2 накидами. Все, теперь у нас 10 петель на крючке, и по 2 закрываем, пока не останется одна петля. Все, наш четвертый лепесток готов. Вот так у нас уже получается. Осталось 2 лепестка. Сейчас выполняем 2 воздушные петли и закрываем эти 2 петли в пико. Вот у нас от первого лепестка петля, и вот петля от второго лепестка получилась. И вот прям в эти 2 петельки делаем соединительную петлю. И у нас получается вот такое пико. Теперь выполняем 2 воздушные петли и делаем столбик без накида в ту же арку между столбиками с 4 накидами, когда мы сделали. Между столбиками, вот прям сзади. Вот эти у нас 2 лепестка, и вот эта арка сзади. Вот один столбик мы который делали. И теперь в эту же арку делаем еще один столбик без накида, то есть соединяемся там.
Вот. Вот так у нас получается. Теперь мы делаем в зеркальном отображении. То есть, если мы сначала делали лепесток, точнее сделали 2 воздушные петли, а потом лепесток. Теперь в зеркальном отражении мы сначала делаем лепесток, а уже потом 2 воздушные петли. То есть вот у нас было 2 петли, лепесток, соединились. 2 петли, лепесток, соединились. Теперь наоборот. Итак, вокруг столбика с 3 накидами, сейчас сразу, когда соединились столбиком без накида там, сразу вокруг этого столбика с 3 накидами выполняем 6 рельефных лицевых столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ой, разогнался. 6 столбиков с одним накидом. У нас получается 7 петель на крючке. Теперь 2 накида. И сюда же, вокруг этого же столбика, выполняем еще 2 столбика, но уже с 2 накидами. Вот так. 4, 4, у нас 9 петель. Теперь по 2 петли закрываем наш лепесток. Вот, закрыли наш лепесток. Теперь выполняем 2 воздушные петли и соединяемся в этот же столбик, вокруг которого только что делали обвязки. То есть вот эта петля, она здесь видна. Вот они пошли столбики, вокруг него мы обвязывали. А вот и вершина этого столбика с 3 накидами. В него соединяемся столбиком без накида. То есть вот так у нас получается. Теперь опять сразу, вот мы соединились, делаем накид и вокруг столбика с 2 накидами также выполняем, как и вокруг предыдущего столбика с 2 накидами, то есть 5 столбиков с одним накидом. Хватайте работу, как вам удобнее вязать. 3, 4 и 5 столбик с одним накидом. Теперь 2 накида на крючок и еще раз сюда же вокруг этого же столбика выполняем 2 столбика с 2 накидами. Три, 8 петель. И по 2 петли теперь закрываем. Все, выполнили наш последний лепесток. И теперь после лепестка делаем 2 воздушные и соединяемся в вершину этого же столбика с 2 накидами, вокруг которого делали наши столбики. Вот она петля эта. И выполняем столбик без накида. Все, вот я вам сейчас покажу и еще раз объясню. Вот наш лепесток. Вот так мы его будем блокировать, прям за это пико будем тянуть. А вот эти лепестки, ну, чтобы это красиво смотрелось, вниз. Ну, там вы уже сами решите, как вам красиво, что я вам объясняю. Вот. То есть, везде у нас внизу, вокруг каждого столбика, по 2 столбика с 2 накидами. А столбики с одними накидами у нас здесь 5, 6, 7. 7, 6, 5. Все. И закономерность, как мы делаем воздушные петли. Первая половина. Соединились в столбик, 2 воздушные петли, сделали навязку. Потом опять сразу соединились, 2 воздушные петли, сделали навязку. Соединились между столбиками, 2 воздушные петли, сделали навязку.
Затем опять сделали навязку, пико, 2 воздушные петли, вернулись, соединились. И здесь уже в зеркальном. Сначала лепесток, потом 2 петли, соединились, лепесток, 2 петли, соединились. Все. Вот такой у нас лепесток получается. И таких лепестков у нас будет 12. Немножко, конечно, это будет, этот ряд будет долгий, но ничего страшного, зато вот такая красота у нас. Теперь выполняем 2 воздушные петли и выполняем ракушку вокруг второго столбика следующей ракушки. Я старался показывать более-менее медленно, чтобы вы понимали. Надеюсь, что будет все понятно, не сильно быстро я показывал. Сделали ракушку. Теперь 1 воздушная петля. Выполняем рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг нашего попкорна. Прям вот так сзади него подарки. И выполняем рельефный лицевой. Все. Теперь 1 воздушная. И наш раппорт повторяется. Здесь уже ракушка. Далее 2 воздушные и наш вот этот лепесток. Он еще похож на физалис. Можете называть его физалис, можете называть лепесток, сердечко, как угодно. Вот так у нас получается. А здесь у нас по 1 воздушной петле и столбик вокруг нашего попкорна. Все таким образом продолжаем вязать ряд до конца.